Привет, друзья! Если вам пришел большой счет на воду, значит у вас перерасход воды. Но вы можете сказать: я очень экономно использую воду, стираю белье нечасто, в ванной не плаваю, а принимаю душ, да и семья 3 человека, а счет такой, будто вода течет непрерывно. Вы скажете, что же делать в этой ситуации? Отвечаю: во-первых, необходимо проверить всю систему трубопроводов в квартире, начиная от входа, где установлен счетчик воды. Проверить краны, смесители, сливную систему унитазов, водяной бойлер, стиральные и посудомоечные машины. Необходимо знать, что капающая вода в системе водоснабжения также способна намотать на счетчике сверх до 2 кубометров воды в месяц. Чтобы проверить все возможные места протечек, нужно закрыть все краны, заглушить все посторонние звуки и прислушаться. Если есть звук утекающей воды, нужно выявить место и устранить неисправность. Важно знать, что при сильном напоре воды за минуту из крана убегает 15-20 литров воды. Помните, что полностью набранная ванна до сливного верхнего отверстия вмещает в себя от 170 до 250 литров, а это практически 0,25 куба воды. Вот и считайте. Меня пригласили сделать проверку всей системы трубопровода в квартире, и я тщательно осмотрел все: трубы, счетчик воды, сантехническое оборудование, но ничего не обнаружил, протечки нет. Но почему же пришла платежка и в ней перерасход воды с очень большой суммой? Я сделал проверку повторно и обнаружил, что входной и обратный клапан бойлера неисправный. А также в трубопроводе после счетчика воды не был установлен обратный клапан воды. Зачем он нужен? Он должен дополнительно защитить вашу квартиру от несанкционированного отбора воды, пропускать водяной поток только в одну сторону, в вашу квартиру, и не допустить утечку воды в общую магистраль обратно, поддерживая при этом уровень давления в системе в норме. Ну а теперь поехали. Мы начали с демонтажа трубопровода на входе в квартиру. Во время работы я столкнулся с неполадкой в шаровом кране, который не давал возможности перекрыть подачу воды. Пришлось заменить его на новый, после того, как я предварительно перекрыл общий стояк в многоэтажном доме. Затем мы уплотнили фум-лентой резьбу на входном фитинге водосчетчика в несколько оборотов и соединили его с входным шаровым краном, затягивая фитинг с помощью газового ключа, обеспечив надежное и герметичное соединение. Далее мы присоединяем водяной счетчик к фитингу, обращая внимание на направление потока воды, указанное стрелкой на синем корпусе счетчика. Далее мы приступаем к демонтажу входного обычного фитинга, который находится на входе магистрального входного фильтра, чтобы поставить вместо него обратный клапан. Мы будем устанавливать обратный клапан непосредственно после счетчика воды. Это очень важно для защиты счетчика от возможных повреждений. Падающее давление в главной магистрали может создать обратный поток, который может привести к несанкционированному вращению счетчика и искажению его показаний. В результате вы можете получить значительно завышенные платежки за потребление воды. И вот, мы, недолго поработав, демонтировали старый обычный фитинг из фильтра очистки воды. Далее берем обратный клапан, обматываем фум-лентой резьбовое соединение в несколько слоев, затем вкручиваем его в магистральный фильтр и соединяем со счетчиком воды. Главное, смотрите на маркировку, вода должна течь по направлению стрелки. И, как я рассказал ранее, из-за того, что не было защиты у бойлера, из-за поломки обратного клапана, из-за отсутствия обратного клапана на входе, из системы периодически уходила вода обратно в главную магистраль. Из этого сделайте вывод, хорошо подумайте и постарайтесь как можно быстрее установить обратный клапан. Если вы мастер на все руки, попробуйте установить самостоятельно. Лично я рекомендую обратиться к квалифицированному сантехнику. И вы сократите расход воды, а также увеличите срок службы трубопроводной арматуры и сантехнического оборудования. Не забывайте, что правильная установка и регулярное обслуживание обратного клапана помогут вам избежать неприятных сюрпризов на счетах за воду.
Будьте внимательны и заботливы к вашей водопроводной системе, чтобы обеспечить ее надежную работу и эффективное использование ресурсов. Подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам о секретах профессиональных работ в Израиле. Добро пожаловать в мир красоты и функциональности, созданный собственными руками. Здесь вы найдете мои ролики, в которых я демонстрирую процесс ремонта и покраски, сантехнические работы, отделочные техники и другие удивительные проекты. Доверьтесь моим советам и вдохновитесь, чтобы смело приступить к своим собственным творческим и ремонтным задумкам. Спасибо, что выбрали мой канал, и до скорой встречи на следующих видео.